Привет, друзья! Сегодня я расскажу о простом ремонте смарт-телевизора Samsung. Телевизор не старый, ему всего 3 года, и его уже приговорили. Я его подобрал за домом у мусорных баков и хотел разобрать на запчасти. К моему удивлению, телевизор визуально был целый, матрица не разбита и каких-либо внешних механических повреждений он не имел. Но, естественно, отсутствовал пульт дистанционного управления и кабель питания. Я не знаю, сколько он там простоял, но он был достаточно мокр. Я его хорошо вытер и просушил феном. Конечно, глупо было ожидать, что кто-то выкинет рабочий телевизор. После включения в розетку телевизор не подавал никаких признаков жизни. Индикатор мигал, и телевизор постоянно переходил в загрузку. Экран был черным, звука не было. Положив телевизор на журнальный столик, я приступил к разборке. В этом телевизоре используется безвинтовая сборка. То есть он весь собранный на защелках. Для разборки потребуется отвертка средних размеров, ну и прищепки. Куда без них. В нижних углах телевизора имеется 2 отверстия. Они рассчитаны под специальный ключ. Ключа у меня такого нет, да он особо и не нужен. Я воспользуюсь обычной отверткой. Сперва разбираем левую и правую сторону, потом верх и уже самую последнюю очередь нижнюю часть. В боковых и верхней части электроники нет, поэтому повредить ничего не получится. А в нижней части надо быть внимательным. Вставляя отвертку в технологические отверстия, держите ее ровно и направляйте вверх. В нижней части расположены платы управления матрицей и шлейфы. С ними надо быть аккуратно. Расположение нижних защелок видно по углублениям на корпусе. Их отщелкивать нужно тоже аккуратно и не спешить. Забегая наперед, скажу, это уже 3-й телевизор данной серии за последние 2 года попавший ко мне в руки. И я уже догадываюсь, какая у него неисправность. После включения телевизор постоянно перезагружается и при этом моргает красный индикатор. И судя по отзывам в интернете, это не очень удачная модель данного Samsung. Вернее, модель она удачная, только матрицу здесь ставят неудачную. Судя по наклейке в телевизоре, телевизору всего 3 года. Это мало для современного телевизора. Мы привыкли, что телевизоры работают по 20 лет. Это динамики, ради которых я его принес домой. И они имеют достаточно неплохой звук для своего размера. И с них бы получились неплохие Bluetooth колонки. Я как раз прикупил ТВС платы для них. Чтобы они не мешали, я пока сниму их. Припаяв перемычку, я отключу защиту платы. Это позволит мне отсоединить шлейф матрицы и проверить работоспособность блока питания, подсветки и основной платы. Но этот пункт можно пропустить и перемычку не паять. Телевизору всего 3 года, и вряд ли там что-то с подсветкой случилось. Здесь типичная болезнь этих телевизоров. Дефектная матрица. Отключаю от основной платы общий шлейф и включаю питание. И по подсветке наблюдаю за поведением телевизора. Как вы видите, телевизор спокойно загрузился и подсветка горит. Это видно через отверстие. Отключив питание, собираю все обратно. Ну а теперь самое основное в ремонте. Необходимо определить, какая часть матрицы повреждена. В нижней части телевизора находятся дополнительные платы. В моем телевизоре их 2. В телевизорах больше диагональю их может быть 3. Они соединены между собой небольшими шлейфами. При отключенном питании отсоединяем по очереди шлейфы и после включения телевизора наблюдаем за изображением экрана. Как вы видите, телевизор запустился и работает пол экрана. Для того, чтобы запустилась вторая половина экрана, нам необходимо подать на нее питание. Но при этом на шлейфе необходимо изолировать сигнальные контакты. Для этих целей подойдет любой тонкий скотч, хоть канцелярский, хоть обычный строительный. Необходимо отрезать тонкую полоску и заклеить сигнальные контакты. При этом не трогаем первые контакты и толстые контакты. Я дополнительно выложу фото, какие нужно заклеить. Шлейф симметричный и клеить контакты нужно только с одной стороны, с какой не имеет значения. Клеить нужно аккуратно и обязательно чистыми руками. После поклейки шлейфа ставим его на место.
При этом следим за правильным его положением в разъеме. Это можно сделать, ориентируясь на белые полоски на самом шлейфе. Самое главное, не забывайте, что все манипуляции шлейфом необходимо производить на выключенном телевизоре. Не забудьте это проверить. И если все правильно сделать, то телевизор запустится с первого раза и показывать будет весь экран. Здесь придется поэкспериментировать, потому что заклеивать нужно не все, а какую-то часть контактов, и контролировать изображение на телевизоре, пытаясь подобрать наилучший вариант. С первого раза мне это не удалось. Пришлось сделать несколько попыток. Изменяя ширину полоски и меняя ее положение на шлейфе, я добился наилучшего результата. Устанавливаю динамики на место и собираю телевизор. Собирается он намного быстрее, чем разбирается. Крышка просто защелкивается. Ножки также крепятся без винтов. Тем не менее, ничего не болтается и не люфтит. Все достаточно прочно держится, и телевизор уверенно стоит на своих ножках. А это уже конечный результат. Samsung опять в строю. У вас тоже может все получиться. Как вы видели, это несложно. Но идеальный результат не гарантирован. Мы просто кастрировали матрицу. И сколько она проработает, неизвестно. Рано или поздно она умрет окончательно. Это вопрос времени. Тут нужно только менять матрицу или собирать деньги на новый телевизор. Также вам ответят и в сервисном центре. Или как вариант предложат за 50 евро поклеить скотч на шлейф. Но без гарантии. Телевизоры с большой диагональю также могут возникнуть проблемы с насыщенностью цвета в дефектной части матрицы. Это тоже лечится, но без паяльника уже не обойтись, и это тема уже следующего видео. Если это интересно, ставим лайки и подписываемся. Я сниму про это видео. А также я сниму видео про то, как в таких телевизорах и им подобных менять подсветку. Это тоже несложно сделать в домашних условиях. У телевизора также может возникнуть дефект в виде горизонтальных, одиночных или многочисленных полос. Они могут менять свой цвет, исчезать и появляться. Это тоже лечится, только с помощью специального лазера. С помощью лазера некорректно работающие строчки отрезаются и привариваются к соседним. Но стоит такой лазер больше 10 тысяч евро. Покупку такого оборудования в мастерскую нерентабельно. Мастеру проще поменять матрицу, и в данном случае это единственное правильное решение. Samsung этими матрицами испортил хороший телевизор, да и себе подпортил репутацию. По всей видимости, время вечных телевизоров прошло, и мы будем скоро телевизоры покупать, как и телефоны, раз в 2-3 года. Пора уже к этому привыкнуть. И если меня сейчас спросить, какой бренд лучше купить, то ответ у меня будет один. Берите тот, который гарантию дает побольше. На этом я свое видео буду заканчивать. Если оно было вам полезным, не забываем ставить лайки и подписываться. Это помогает продвижению канала. Всего хорошего вам, мира и добра.